Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символизме и скрытом смысле инцидента с красной краской на Каннском фестивале 2023. С 16 по 27 мая 2023 года в Каннах проходит ежегодный международный кинофестиваль. Мероприятие собрало знаменитых голливудских актеров и завсегдатаев светской тусовки. Вниманию публики представляются кинокартины лучших режиссеров мира, которые борются за главный приз – золотую пальмовую ветвь. 76-й фестиваль в Каннах не обошелся без громких скандалов. 21 мая украинский блогер Илона Чернобай устроила на красной дорожке перформанс, за который ее выгнали с мероприятия. Инцидент обосновали личными мотивами девушки. Однако очевидно, что он был заранее спланирован и имел вполне конкретный смысл. В 2023 году в Каннах проходит 76-й по счету кинофестиваль. Номер его имеет для иллюминатов особый символизм, так как в сумме его цифры дают число 13. Дата мероприятия также была подобрана не случайно. Число 16 в нумерологии означает доминирование материального над духовным. В картах Таро оно соответствует аркану башня. Эта карта означает несчастье, бедствие или нужду, в частности непредвиденную катастрофу. Первые дни Каннского фестиваля 2023 прошли без происшествий. Знаменитости продефилировали по красной дорожке, продемонстрировав публике свои наряды. Самыми популярными у гостей мероприятия, как обычно, стали черный и красный цвета. Однако в целом участники кинофестиваля выглядели вполне прилично. Скандальный инцидент произошел на 6-й день фестиваля. 21 мая, перед началом внеконкурсного показа фильма французского режиссера Жюста Филиппа, на красную дорожку вышла девушка в сине-желтом платье. Она остановилась на лестнице и начала вытаскивать из бюстгальтера пакеты с красной жидкостью. Затем гостья Каннского фестиваля подняла пакеты над своей головой и демонстративно разорвала их. Краска залила ее лицо и платье цветов украинского флага. В итоге в течение нескольких секунд зрители, смотревшие онлайн-трансляцию мероприятия, лицезрели на своих экранах испачканный кровью украинский флаг. Практически сразу же к устроительнице перформанса вышли охранники. Они взяли даму под руки и вывели за ограждение. Публика при этом практически не обращала внимания на все происходящее. Большинство присутствующих даже не повернулись в сторону украинки, а те, кто стоял прямо перед ней, не проявили никакой реакции. Сразу же после удаления неадекватной девушки мероприятие продолжилось в штатном режиме. Как оказалось, организатором и участником странного перформанса стала украинская активистка Илона Чернобай. Основной вид ее деятельности – марафоны по похудению. После родов девушка смогла быстро скинуть вес и теперь продает свою методику всем желающим. Сейчас на Инстаграм Илоны подписан 1 миллион человек. Вскоре после инцидента Чернобай попыталась объяснить свой поступок. По ее словам, она хотела привлечь внимание общественности к ситуации на территории Украины, о которой, как она считает, многие начали забывать. Специалиста по похудению якобы возмутил тот факт, что на Каннском фестивале присутствовали граждане России, которых пригласили туда, несмотря на все происходящее в мире. В частности, среди гостей конкурса можно было заметить Викторию Боню. Экс-участница «Дома-2» является завсегдатаем фестиваля и посещает его вот уже несколько лет. На своей странице в Инстаграм Чернобай заявила, что выполнила свой гражданский долг перед Украиной, несмотря на последствия, с которыми она из-за этого столкнулась. Теперь активистке запрещено посещать культурные мероприятия по всей Европе, а ее Инстаграм стал контролироваться цензурой. Казалось бы, выходка Илоны Чернобай на Каннском фестивале не более чем неадекватный поступок конкретного человека. Однако многие факты дают понять, что действия тренера по похудению были спланированы на высшем уровне и заранее подготовлены. Для начала возникает вопрос, каким образом Чернобай вообще оказалась на фестивале. Блогерша никак не связана с миром кинематографа, а ее аудитория в Инстаграме по меркам шоу-бизнеса совсем небольшая. Вход же на Каннский фестиваль возможен только по именным приглашениям, которые высылаются лично каждому потенциальному гостю. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что позвали Илону специально для выполнения конкретной задачи. Если внимательно посмотреть видео перформанса на красной дорожке, можно заметить, что все свои действия специалист по похудению совершает с улыбкой на лице. Она совершенно не похожа на горюющую патриотку, которую искренне заботит судьба своей страны.
К слову, еще до начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной Чернобай крайне редко бывала на родине. В основном она проводила время в южных странах, отдыхая вместе с семьей на морских побережьях. Сейчас же жизнь Илоны нисколько не ухудшилась. Сам факт того, что девушка посещает фестиваль в Каннах, говорит о том, что проблемы простых людей ее мало волнуют. Что интересно, Каннский кинофестиваль уже не в первый раз становится платформой для подобных спектаклей. Так, ровно год назад, 21 мая 2022 года, украинская активистка сорвала с себя одежду прямо на красной дорожке и начала истошно кричать. На обнаженной груди девушки был изображен желто-голубой флаг, а ее ноги были испачканы отпечатками красной краски. Украинка продолжала спектакль до тех пор, пока ее не вывели охранники. Обосновала девушка свой поступок примерно так же, как Илона Чернобай. С учетом этого напрашивается вывод о том, что либо меры безопасности на Каннском фестивале настолько плохие, что 2 года подряд на мероприятии проходят неадекватные люди, либо все это является частью программы. Очевидно, что первый вариант для культурного события подобного уровня маловероятен. О том, что обливание краской на красной ковровой дорожке имело постановочный характер, говорит и реакция окружающих. Действия охранников выглядели наигранно, а публика вела себя так, словно все происходящее – вполне обычное дело. Таким образом становится понятно, что Илона была в сговоре с организаторами кинофестиваля, а пригласили ее на мероприятие с конкретной целью. Смысл же перформанса состоял совсем не в том, чтобы напомнить людям о происходящем на территории Украины. Обзор ситуации ежедневно публикуется в новостных СМИ. А по телевизору как в России, так и в Европе значительная часть эфирного времени отводится под обсуждение конфликта. Вряд ли в такой ситуации кто-то в принципе мог забыть обо всем происходящем. По факту же на красной дорожке в Каннах имел место оккультный ритуал, скрывающий в себе элементы прогнозного программирования будущего. Обливание красной краской символично показывает, что представители мировых элит купаются в крови простого народа. Это приносит им особое наслаждение, о чем говорит довольное лицо блогерши, разрывающей над своей головой мешки. Кроме того, перформанс украинки может быть намеком на то, что в ближайшее время число людей, пострадавших в результате конфликта, станет еще больше. Помимо всего прочего, поступок Илоны Чернобай способствует еще большему разделению общества и взращиванию межнациональной вражды. Особенно это касается слов девушки о русских, присутствующих на Каннском фестивале. Очевидно, что появившиеся там представители светской тусовки уже не первый год живут за границей и никак не связаны с тем, что сейчас происходит на территории Украины. Таким образом, 6-й день Каннского фестиваля 2023 запомнился кровавым перформансом блогера из Украины. По всем признакам он был тщательно спланирован и согласован с организаторами мероприятия. Действия украинки представляли собой оккультный ритуал, целью которого являлось программирование на массовое кровопролитие. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.